Это одна из самых научных улиц в мире. На ней расположены десятки исследовательских институтов. Проспект Лаврентьева – главная улица научного центра Сибири, Новосибирского академгородка. И названа она в честь основателя этого удивительного места – академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. Когда я думаю о Лаврентьеве, то мне невольно приходят на ум личности эпохи Возрождения. Тот же масштаб интересов и деятельности, то же неистовство стремлений и желаний, то же отсутствие боязни в своих начинаниях, то же презрение к мелочам. Люди такого масштаба рождаются нечасто. Они составляют соль нации, создают образ эпохи. С его именем связаны сотни научных разработок и экспериментов. Так выглядит список трудов Михаила Алексеевича. Здесь больше 6 сотен работ. Он мне говорит, 73-й год был. Давай статью в доклад напиши, я оформлю. Я написал, Лаврентьев, Кедринский. Он мне говорит, а меня, говорит, зачем сюда? Я говорю, зачем уже? Ваша постановка задач. Он мне говорит, ну, знаешь, у меня столько учеников, что если бы я с каждым публиковался, то это были бы 1000 работ. Лаврентьев проявил себя во многих сферах, от тонких вопросов чистой математики и теории функций до прикладных задач физики, взрыва и оборонной тематики. И все же главным своим достижением сам Михаил Алексеевич считал Новосибирский академгородок, которому он посвятил почти 20 лет жизни. Создание Сибирского отделения Академии наук началось в 1957 году. Первым в академгородке появился Институт гидродинамики во главе с Лаврентьевым. Михаил Алексеевич занял лишь четверть здания под свой институт, а остальные помещения отдал институтам, которые еще не были построены. Институт гидродинамики 3 этажа, если вы были там, не знаю. 3-й этаж был гидродинамики. 2-й и 1-й были заняты другим. Химики, математики, еще кто-то там, в общем, набито все было битком. В кабинете Михаила Алексеевича за большим столом проходили первые заседания Президиума Сибирского отделения Академии наук. Сегодня это мемориальный кабинет. Он остался почти таким же, как и тогда. Анатолий Васильевич? Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич, ну вы знаете, кто был выдвинут? Понимаете ли? Все-таки нам надо помоложе двигать, потому что мы все помрем скоро, а кто работать будет? Одних институтов было недостаточно, необходимо было создавать научные школы. Так зародилась идея университета. Первая лекция в Новосибирском государственном университете прошла 29 сентября 1959 года. По словам Лаврентьева, это был центр Сибирского отделения, самая значимая его часть. «Нет ученого без учеников», написано на знамени, под которое собирает Михаил Алексеевич товарищей в Сибирское отделение. Высшего образования, по мнению Лаврентьева, было мало. Углубляться в науку нужно начинать уже в школе. Следом за НГУ в 1963 году в академгородке открылась физико-математическая школа. Создатели ФМШ отрицали всякую связь школы с привилегированными колледжами западного типа. Там коммерческая основа обучения, а у нас главное – знание и талант. Очень скоро всестороннее развитие Сибирского отделения принесло свои плоды. Уже в 1960-х про академгородок знали во всем мире. Научный центр с уникальной структурой, в котором образование соединено с наукой, исследование с наставничеством. Фактически вся наука со всеми ее подразделениями была собрана в одном месте, в узком месте. Не разбросана по городам, там Питер, Москва, где там концентрация была. А здесь все, у каждого свой, все жили в домах из разных институтов в одном и том же доме. И общаться было просто. Академгородок был и остается удивительным местом не только для ученых, но и для их детей. Академик Лаврентьев любил делать опыты и хотел, чтобы и у детей была возможность поработать руками. Михаил Алексеевич создал отдельную площадку – клуб юных техников. Он существует до сих пор. Оттуда выходят ребята, которые уже понимают, куда им поступать – в НГУ или другие вузы.
Кют был очень популярный, много очень народу. И тем более, что Лаврентьев просто обожал Кют. Он считал, что это как предварительные научные кадры, потому что они учились работать руками, головой. Это вот самодельные какие-то инструменты, приборы они какие-то монтировали, модели. Они ездили на конкурсы и в Москву, и в другие города. Они, конечно, побеждали. Михаил Алексеевич поддержал идею создания еще одной детско-юношеской организации. В 1968 году открылся фехтовальный клуб «Виктория». Он существует и сейчас, и каждый год 9 мая во время шествия по Морскому проспекту проходит колонна фехтовальщиков. Эту традицию тоже заложил Михаил Алексеевич. Но Кют и Виктория не единственные клубы, появление которых связано с Лаврентьевым. Ему страшно было важно, чтобы дети были заняты. И он считал, что все зависит от того, какое поколение придет. В науку, когда какое поколение, в культуру, в искусство, какое поколение придет. И, конечно, он очень этим был обеспокоен и занимался этим вплотную. Есть дом один, совсем обычный, ничем от прочих не отличный, где в час любой полно народа и полная во всем свобода. Кто хочет пьет, кто хочет ест, и всем всегда хватает мест, где вечно писк и гомон детский, где скучных церемоний светских, по счастью, и в помине нет, и где Лаврентьев просто дед. Речь идет о деревянном домике Лаврентьевых. Когда Михаил Алексеевич только прибыл для строительства Академгородка, он жил в построенном для него деревянном доме, рядом с бараками, в которых расположились его ученики. Им постепенно давали квартиры, а он оставался в своем деревянном доме. Как-то раз с очередным визитом приезжал глава государства Никита Сергеевич Хрущев и сказал, что пора председателю отделения перебираться в дом посолиднее. Так появился каменный коттедж. Правда, Лаврентьевы прожили в нем всего пару месяцев и вернулись в свой деревянный домик, а каменный стал поначалу домом ученых, затем гостевым коттеджем. Несколько лет там размещался музей Соран, а сейчас это объект культурного наследия регионального значения. Пожалуй, за несколько минут рассказать обо всех местах Академгородка, связанных с его именем, невозможно. Он посвятил этому месту четверть своей жизни, а прожил он почти 80 лет. Незадолго до своей кончины на вопрос супруги Веры Евгеньевны, был ли он счастлив в жизни, ответил: «Пожалуй, да. Я смог решить много загадок природы, которые она задавала». Памятник Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву находится на проспекте его же имени, но настоящий памятник – это его главный труд, в который он вложил все свои силы и душу. Сибирское отделение Российской академии наук, научный центр Сибири и сердце его – Новосибирский академгородок.